Лидер начинается в тот момент, когда он принимает решение, что он лидер. Вообще коммуникативные навыки, в общем, одни из решающих, на мой взгляд, в жизни. Тебе удалось победить себя тогда? Не существует женского лидерства или мужского лидерства, существует лидерство. Легендарный муж Марии Дэй. Кто же этот парень? Кто же он? Как мне кажется, самое главное быть счастливым. Технология карьеры от Марии Дэй. Начинается. Поделись. Друзья, мы продолжаем наш подкаст «Успешная карьера». И сегодня с нами Мария Дэй, генеральный директор Pony Express. Мария, привет. Привет. Меня всегда восхищали девушки, которые успевают делать и карьеру, и заниматься своими детьми. У Марии 4 ребенка, и при этом Мария является генеральным директором Pony Express. В свое время, когда Мария была членом правления и supply chain директором Магнита и управляла всем большим хозяйством, Мария, сколько там было РЦ? На тот момент с 38 мы превратились в 42. 42 РЦ и тысячи траков, которые ездят по стране. Когда мы с дочкой проезжали мимо одного из РЦ Магнита, я каждый раз говорил: смотри, этим всем управляет хозяйством девушка, которая является еще и боксером. Боксирует. Ты же боксируешь, Мария? Да, к сожалению. Как ты сделала карьеру? Хук справа, хук слева? Слушай, ты знаешь, это же самый частый вопрос «как?», да? А я считаю, что, отвечая на этот вопрос, нужно отвечать, в первую очередь, на вопрос «что?», да? What and how? И я искренне считаю, что карьера — это технология. Так, интересно. Карьера — это технология. Смотрите успешную карьеру и делайте карьеру. Мария, расскажи подробнее. Давай я тебе расскажу, наверное, с самого начала. В 17 лет я упаковывала подарки в одном из магазинов компании «Комус». О, интересно. Да. У нас, кстати говоря, тоже HR-директор А1, Аня Зырянова, основательница Self-Mama, была здесь же на интервью. И она тоже начинала в Комусе. Комус, ведь, судя по всему, это путь к успешной карьере. Все идите в Комус, да. Потом я перешла на роль, там же в Комусе, на роль торгового представителя. И, честно тебе сказать, это какое-то родило во мне установку, что я, конечно, совершенно не умею продавать, потому что у меня была просто дикая ломка. Кому-то подойти и сказать: вот вам, пожалуйста, прайс-лист Комуса, вот вам, пожалуйста, каталог, купите, пожалуйста, значит, у нас вот что-нибудь. На самом деле, значительно позднее я поняла, что продажник я неплохой. Не сомневаюсь в этом. Слушай, а это были такие сомнения, да, то есть приходилось преодолевать себя? Просто невероятно. Знаешь, это вот как... Я сейчас, пытаясь это объяснить, не могу. То есть сейчас я не испытываю никакой трудности вообще ворваться в любое пространство, и, собственно, рассказать то, что я могу сделать и как. Что бы ты посоветовала той девочке Марии, которая начинала торговать в Комусе? Вообще ничего не бояться. Ничего не бойтесь, друзья мои. Тогда будет возможна карьера. Самое главное в этой жизни — не бояться. Хотя это заложено природой в качестве, в общем, основного инстинкта. Я считаю, что все нужно делать из любви, а не из страха. Все. Любовь — это прекрасно. Любовь спасет мир. А как преодолевать этот страх? Как преодолевать и осознавать, что не нужно ничего бояться? Разбираться в его первоисточнике. Всегда. То есть я считаю, что зрелый человек, в возрасте старше 25 лет, назовем так, он просто обязан рефлексировать, что является причиной его страхов. И он должен в этом разбираться, и он должен в этом разобраться. Это его обязанность. И как только приходит осознание того, почему то или иное вызывает вот такие эмоции, все, вы победили Бога. Слушай, самое главное, победили себя, мне кажется, да? Я искренне считаю, что по образу и подобию, мы созданы именно творцами, а не то, что у нас 2 руки, 2 ноги и 1 голова. Тебе удалось победить себя тогда, торговым представителем? Нет. Ты знаешь, я вообще человек, я уже говорила эту фразу однажды, я человек позднего профессионального созревания. И какое-то понимание карьеры и зачем она мне нужна — это самый главный вопрос построения карьеры, потому что дальше технология. Я сформулировала, на самом деле, 28 лет. В принципе, не так уж и поздно. Ты знаешь, вот у меня сейчас, я выступаю, честно могу сказать, к своему стыду, да, просто не могу отказать. Я выступаю ментором некоторых очень, на мой взгляд, таких талантливых детей. Это дети, которым 22-23 года. Они точно знают, что они хотят. Точно знают. Я не знала. Как попасть, если тебе 22 года, как попасть, чтобы Мария была твоим ментором? Слушай, надо быть очень... Настойчивой. Надо точно знать, чего ты хочешь, да? Надо быть настойчивой, да, и точно знать, что ты хочешь. Примеры есть. Слушай, классно. А с точки зрения самого Комуса, что было дальше? Комус на этом закончился.
И после этого были такие какие-то околосекретарские роли компании «Техносерв». Я, насколько знаю, она существует до сих пор. И уже оттуда, поскольку у меня образование финансовое, я решила вот как бы в вузе, учась, пойти подрабатывать бухгалтером в компанию «Связной». Там объявление было в газете. Газеты еще тогда печатались. И я пришла, а как бы в свойственной мне манере на собеседование Слушай, я и не на собеседование, как бы предпочитаю ходить красивой в целом. Я считаю, что красота, она тоже спасает мир вместе с любовью. Вот. И меня перепутали с девушкой, которая должна была прийти на роль персонального ассистента генеральному директору. Роль случая в истории. Да, я тоже была Маша. Ну и, собственно, вот так я стала помощником Максима Ноготкова. Это первый, собственно, такая первая ролевая модель и первый руководитель, у которого я училась больше 2 лет. Вот какой-то такой, да, роли лидера первого лица, ну, в его случае еще и собственника. Максим такая легендарная личность, мне кажется, в какой-то степени на рынке ритейла. Я сейчас понимаю, что я тогда была совершенно другого уровня, вот как я сказала, да, профессионального и зрелости другого уровня. Поэтому в полной мере я, конечно, не восприняла. Но некоторые вещи — это его, да, школа. А ты была персональным ассистентом? Да. А что бы ты посоветовала девушкам, которые являются персональными ассистентами, как вырваться из этой истории? Бывает очень часто очень сложно. Если ты попал на роль секретаря или на роль персонального ассистента к первому лицу, бывает очень сложно вырваться из этого замкнутого круга. Ты знаешь, Ром, я искренне считаю, что это самый быстрый путь. То есть самый да? быстрый, конечно. Во-первых, ты Helicopter знаешь, view, да? естественно, ты знаешь всю первую линейку очень хорошо, да, потому что бизнес-ассистент подразумевает и участие во встречах, и протоколирование, да, и, в общем, там, сбор материалов и так далее. А как это сделать? Просто сказать об этом. Вообще, если разговаривать, знаешь, вообще коммуникативные навыки, ну, в общем, одни из решающих, на мой взгляд, в жизни. Стучитесь, и вам откроют. Просто спросите и скажите, что вы хотите. Понятно, что не на первый, не на второй день, но мои ассистенты все стали не ассистентами. Слушай, супер. На самом деле очень многие наши герои подчеркивают это, друзья мои, что необходимо взять, встать и подойти к своему руководителю и сказать, что ты хочешь. Ну, через какое-то время. Ну, обоснованно сказать, да? Естественно. А как ты это сделал? Слушай, это уже было в Unilever. Я просто сформулировала, что я дальше хочу, там, после 1,5 лет, по-моему, я хочу развиваться. И руководитель у меня был совершенно блестящий. Он говорит, так, где? Я говорю, не знаю. Ну, просто хочу. И он мне дал возможность пообщаться с разными людьми в компании, но при этом не сказал, я считаю, что твое место в логистике. Я ему говорю, подожди, как бы, где я и где Палета? Ну, да. Вот. Но с прошествием времени я считаю, что это, ну, то есть человек действительно как рентген сработал. Профориентацию провел. Абсолютно. Ну, потому что простая математика, логика, здравый смысл. Это логистика. А как ты попала в X5? В X5 достаточно очень сложное собеседование. Ты попала к Ольге Валерьевне Наумовой? Я собеседовалась больше полугода, потому что я не соглашалась на ту роль, которую мне предлагали. А что тебе предлагали? Мне предлагали не директорскую позицию, а что-то вроде руководителя управления группы. Я категорически была с этим не согласна. И в итоге я стала директором по операционному планированию, но не под Ольгой напрямую, а под Александром Тазаретовичем Дидикаевым. Не менее, кстати. Легендарным, да. Вот. Но с тех пор я как бы так считаю тоже его другом своим, потому что мы продолжаем общаться. А как попасть в X5 Group, как ты считаешь? Что необходимо было сделать? Там же много собеседований там было. Ничего сверхъестественного, честно говоря. Ну, как бы, знаешь, это как попасть в любую компанию. Структурированно, понятно, логично, внятно объяснять свое карьерное движение, ну и, собственно, транслировать позитив и какое-то, ну, как тебе сказать, дружелюбное отношение в общем и целом к этому миру. Потому что токсичность, она считывается на интервью моментально. Понимаешь, моментально. Поэтому я думаю, что как в X5, так и не в X5, так и в любой компании основная задача, ну, собственно, логично рассказать о предыдущем опыте и как бы свою какую-то коммуникативную, да, позицию адекватную протранслировать. Все. А когда перешла в «Магнит», стала supply chain директором компании «Магнит», у тебя сколько было? Получается, 38 РЦ на старте, да, было, и свыше, там, несколько тысяч, наверное, ну да, траков. там 40 плюс, там надо, свыше 1000 траков. Нет, траков было свыше 5000. 5000 траков. Крупнейший парк, да, был тогда в «Магните». Ты знаешь, Это почему... уже физическая логистика, в том плане, что это не планирование.
цепи поставок. Ты управляешь реально физической логистикой с точки зрения всеми этими РЦ, всеми этими траками, Ну да. таким мужским миром. Вот девушки в мужском мире, каково? Я боксом занимаюсь, понимаешь? Да. Нет, я шучу, конечно. Ты знаешь, это вообще удивительный такой вопрос, который вот у тебя же тоже он возник, да? Женское лидерство? Женское. Не существует женского лидерства или мужского лидерства, существует лидерство. А все остальное — это предрассудки. Ну, вот в моем понимании. Поэтому, когда там девушки начинают, в общем, как-то пытаться играть на мужском поле по мужским правилам, это вообще странно, вот если честно. Потому что я считаю, что быть женщиной — преимущество. Я тоже так считаю. А, кстати, быть мужчиной — преимущество, да? В чем-то своем. То есть это как бы, ну, давай поговорим об этом. Это, кстати, важный кейс, да? Давай. Вот мне кажется, важно разобрать вообще. У тебя была дискриминация по женскому? Ну, попытались один раз, да. Я кольцо вот сняла, положила, сказала: пойдем за периметр выйдем, и дальше ты будешь через трубочку долго пить какой-то бульон, да? Девушки, вот. занимайтесь боксом, и у вас не будет проблем с женским лидерством. Но это мальчишество, ну или как девчачество, да, правильно сказать. То есть это не зрелость. Осознание того, что женщина — это набор компетенций, которых нет, да, в мужском мире, к этому надо прийти. То есть вы должны перестать как бы играть по мужским правилам. Потому что женские правила тоже существуют. А какие они, женские правила? Слушай, это про многофакторный анализ. Да. Так, многофакторный анализ раз. Это супер важно. У нас, ты помнишь, это доказано. Конечно, там детей там. Естественно, у тебя как бы это как бы никогда не монополярность. Понимаешь, это способность принимать решения с учетом овервью. Это тоже очень важно. Это очень высокая грамотность с точки зрения оценки рисков. Понимаешь, то есть женщины, там, согласно всем этим ESG-исследованиям, когда они приходят в совет директоров, в состав совета директоров компании, гораздо реже совершают ошибки. Плюс к этому, слушай, ну мужчина по природе, особенно мужчина там, да, в каком-то топе, это всегда вот как бы куда-то в космос, там вперед движение. Женщина, она образно вот эту поляну, да, она ее делает красивой в первую очередь. Но когда женщина начинает соревноваться с мужчиной, понимаешь, вот в этом каком-то... В отправке в космос компании. Естественно. То, ну, все улетают в космос и, как правило, оттуда не возвращаются. Поэтому я считаю, что не существует ни женского лидерства, ни мужского, существует лидерство. И я как бы девушкам, если ты спросишь мой совет, что я могу рекомендовать? Я бы рекомендовала first be a woman. Понимаешь, это вот, я считаю, что это золотое правило. Вообще надо быть самим собой, мне кажется, в какой-то степени. Ну, то есть, если ты женщина, ты женщина. Если ты мужчина, ты мужчина. Ну, есть, кстати, тоже там... Разные моменты всякие разночтения, да? Что тоже, в общем, надо принимать. Девушки, будьте сами собой и будьте лидерами. Тогда все сложится. Да, ну и потом, слушай, давай все-таки тоже тему ты поднял про там детей, да, про много детей. Но откуда ты же взялся стереотип, что ты не можешь быть или женой, или генеральным директором, или там, любым директором? Ну, понимаешь, он же откуда-то взялся. А когда ты ушла первый раз в декрет? Слушай, первый раз в декрет... Знаешь, это как хороший вопрос. Ну, давай так, в декрете больше там 3 месяцев я не была ни разу в своей жизни. Ну, родила первого ребенка. Первого ребенка я родила в 2007 году, значит, мне было почти 24 года. 24 года. Да. Ты тогда была кем, планером в Unilever? Я тогда уже, да, была в Unilever. Ну, ты быстро вернулась в бизнес, да? Ну, то есть моментально. Ты понимаешь, вопрос в том, что вот, это тоже как бы такое поле все время дискуссионное. Вот, Марья, у вас все время какая-то проблема, какой-то надрыв. Это все связано с тем, что вы, значит, не готовы принять себя, не готовы быть собой. Ну, вообще никакого у меня нет ни проблемы, ни надрыва. Ну, просто мне нравится то, что я делаю. Я очень люблю своих детей, и мне нравится это чередовать. Да. Никакого. Надрыв начинается, когда я заставляю себя быть в каком-то одном состоянии. Тогда я начинаю вот этим пальцем проводить по кромке шкафа и смотреть, есть там пыль или нет. Да? Ну, то есть больше, чем на 3 месяца закрыть меня в каком-то замкнутом пространстве, ну, это просто мое личное самоубийство. Поэтому никакого надрыва или то, что, Марья, вам просто плохо с собой. Слушайте, ну, как бы я вообще окей сама с собой, да? Просто, ну, есть определенный уровень энергии, его нужно на что-то транслировать. И хочется... Термоядерный реактор, поэтому у тебя, видишь, детей много. И хочется просто... Карьера прет. А где ты берешь энергию?
Вот что восстанавливает твою Ой, я энергию? Что обожаю. восстанавливает термоядерная Ты реакция? все вопросы мне задаешь, которые я вообще обожаю. Где ты берешь энергию? Везде. Понимаешь? Энергия, она есть везде. Вопрос в том, что я ее не трачу. То есть для того, чтобы ее откуда-то брать, еще есть, понимаешь, у этого уравнения по математике. Как ты подожди, не тратишь? Подожди, давай с тобой дискутируем. У тебя есть рабочий день генерального директора Марии Дэй, который наверняка очень наполнен, насыщен различными решениями. Забит без перерывов, да. Решениями. То есть все время принимаешь решения как управленец. Потом еще у тебя дети. Дети тоже требуют каких-то решений, наверное. Плюс внимание. Бесконечного. И энергия же. Муж. Легендарный муж Марии Дэй. Кто же этот парень? Кто же он? Вот, соответственно, все эти, скажем так, составляющие наверняка требуют энергии. Но не может быть, ты же даешь энергию мужу, даешь энергию детям, даешь энергию бизнесу. Ну, как бы устал, ложись поспи. Крепкий сон, кстати, очень многие мучаются с тем, что его нет. То есть первое — высыпаться. Ну, ты понимаешь, это как бы какие-то, давай так, базовые вещи понятны. Спать не меньше 7-8 часов. Понятно, что заниматься спортом. Дальше вот я считаю, что в каждом моменте прожитого мной дня есть энергия. Вот я просыпаюсь утром, я выхожу на кухню, я нажимаю на кофеварку, беру чашку прекраснейшего кофе, сажусь на диван. Энергия, да, сумасшедшая вообще. Понимаешь? Это просто невероятное утро, кофе. То есть радость жизни получается. Конечно. То есть высыпаться, радоваться жизни. Если ты живешь в жизни, которая тебе нравится, энергия, слушай, давай так. Я, конечно, не сверхчеловек какой-то. Конечно, бывает такое, что я прям устаю. Прям совсем. Что я делаю? Ложусь спать. То есть вы устали, лягте спать. Если совсем устаю, еду куда-нибудь отдыхать, и там сплю столько, сколько нужно. Мне кажется, что природа в этом смысле сон сделал каким-то уникальным таким ингредиентом, да, нашей жизни. Но если вы живете жизнью, которая вам не нравится, ничего не поможет. Ничего. И поэтому ваша задача, как мне кажется, да, и это тоже ответ, который неспроста ко мне пришел, понимаешь? У меня был период в жизни, я сейчас не буду называть название компаний, когда 4 раза в неделю меня кололи от мигрени. 4 раза в неделю. То есть когда мы разговариваем о том, что карьера, это, вообще-то менеджер — это кто? Это ты в красивой машине с водителем вырываешься в пространство, все тебя хотят, ты благосклонно там кому-то что-то там как-то. Нет, конечно, это работа. Но вы должны четко знать, во-первых, нравится вам это или нет. Если нет, это жизнь, она одна. В ней, как мне кажется, самое главное — быть счастливым. Это 100%. Я занимаюсь executive search, мы ищем топ-менеджеров, и часто бывают очень такие неформальные разговоры с людьми, достаточно откровенные, и большая часть топ-менеджеров точно живет не в розовом мире, который представляют себе подчиненные часто. Это достаточно серьезный труд. А нужен ли он всем, как ты считаешь? Слушай, вот вообще нет. Я думаю, что... И ты знаешь, это самый частый вопрос, который от меня, когда люди просят какую-то консультацию по личным вопросам, ставит их в тупик. А тебе эта карьера, она тебе зачем? И все. Пауза, бегание глаз. И все. На самом деле, по моей статистике, не больше 10% людей реально... Знаешь, как классный кейс есть про кем хочешь быть космонавтом. Почему? У них такой камуфляж красивый, форма и так далее. А если ты будешь в супердорогом костюме банкиром, подойдет? Идеально. Вот, поэтому, ты понимаешь, как мне кажется, людям, которые приходят с запросом на карьеру, все-таки имеет смысл отвечать себе на вопрос, а зачем и что такое карьера. Ты знаешь, вот я в последнее время много общаюсь с молодыми именно людьми. Да, мы помним, 22 года, если вы хотите пробиться к Марии Дэй, нужна настойчивость, четкое понимание, что вы хотите. Есть, есть такие... дети, кстати, знакомых уже таких более моего возраста, которые, пользуясь такими родительскими связями, просят пообщаться. Есть такие люди, не один, не два человека. И вот ты задаешь вопрос прекраснейшему ребенку, мальчику, девочке, неважно, что ты хочешь? Ты знаешь, в конечном итоге, после 5-го «почему», да, 5 why, человек говорит: слушай, я хочу какой-то безопасности на работе, я не хочу вообще никаких перегрузок, я хочу, чтобы компания предоставляла мне agile, я хочу work-life. Пуфик и удаленку. Work-life balance, понимаешь? И дальше ты начинаешь
человеку спрашивать, а зачем тогда ты спрашиваешь, как тебе, собственно, эту карьеру, да, построить карьеру? Это трудно. Как я тебе сказала, технология. Но Ты обещала до технологий. Сейчас мы, кстати, поговорим про это, про технологию карьеры от Марии Дэй. Тяжелый труд. Так, без спойлеров, без спойлеров. Но на самом деле, с точки зрения карьеры, я полностью соглашусь. Часто бывает, подчиненный приходит к тебе и говорит, да, я хочу вырасти. Дальше история какая? Ты даешь человеку возможность, и он не всегда с этой возможностью срабатывается. То есть ты в итоге теряешь 2 человек. Ты теряешь, ты теряешь исполнителя и потенциального руководителя. Да, потому что не все могут расти, не все могут вырастать. Потому что все почему-то думают, что тут нужна карьера. Да. Оказывается, что возможно, карьера нужна горизонтальная. Успешная карьера не обязательно вертикальная, она может быть горизонтальная или диагональная какая-нибудь в какой-то степени. А для чего, Мария, вот сейчас поговорим про технологию карьеры обязательно. Вопрос, а для чего тебе карьера? Ой, какой хороший вопрос. Ты знаешь, у меня есть ответ. Так. Потому что, как человек с высоким уровнем рефлексии, я, конечно, со всех сторон прощупывала на тему того, в чем мотиватор у меня. В классических 4 мотиваторах я стою на стыке знаний, любопытства, то есть получения новых знаний, и признания. Понимаешь? То есть вот как бы в чистом виде власть меня совершенно не мотивирует. То есть стимулом твоей карьеры было любопытство, но и потом, соответственно, получение признания за те достижения, которые ты сделал. Расскажу тебе, стимулом моей карьеры была абсолютная уверенность вот с того детства, с которого я себя помню, там лет с 4, наверное, да, более-менее, что я знаю, как сделать справедливо. И началось это с детского сада. Я рассказывала уже эту историю однажды. Так, карьера Марии Дэй с детского сада. Так. Я-то сказала, что я буду директором. Почему? Детского сада я хотела быть директором. Почему? Потому что Снежинкой, несмотря на то, что я пела и танцевала лучше, поставили дочку воспитательницы. Все, понимаешь? Так ты столкнулась с протекционизмом внутри. Так я столкнулась с несправедливостью. И для себя четко определила, что вот я будешь уверена, что я знаю, как сделать справедливо. Справедливо. Все. И как бы дальше, что такое там генеральный директор, да, что такое дальше там движение? Это способность сделать справедливо в том периметре ответственности, который ты на себя возложил. Это не про власть, понимаешь? Вот власть почему-то все время идет в отрыве от ответственности. У меня все время на эту тему дискуссия, да, с кем-либо. Ты требуешь власти, а ты понимаешь, что за ней там есть оборотная сторона. Конечно, отвечать всегда приходится. Цена есть большая, цена у власти тоже очень большая. Поэтому, это, наверное, я рассуждаю каким-то языком там рыцарства и порядочности, но я считаю искренне абсолютно, что ответственность — это, в общем, основное, да. Поэтому, да, я для себя решила, что я обязательно буду директором. Потом уже как бы дальше я уже вообще считаю, там, что я буду там. Технология карьеры от Марии Дэй. Начинается. Поделись. Слушай, технология карьеры выглядит следующим образом. Ты формируешь и формулируешь цель. Цель — это очень важно. И это не про то, что я хочу в компании там условно стать вот там, да. Цель — это про ощущение от твоей финальной роли, в которую ты хочешь прийти. Сегодня. То есть ты говоришь, я хочу вот в финале, да, возраст выбирай любой. Что для тебя финал? Там кто-то на пенсию в 30 лет хочет уходить. Быть вот вице-президентом. Почему? Потому что, значит, лавры и почет, но, значит, не ответственность, как у президента. Неважно. Да, то есть это ощущение каждого человека. Дальше обратным счетом ты определяешь для себя шаги, которые, по твоему мнению, можно книжки почитать, можно, по твоему мнению, с людьми поговорить, которые этот путь прошли. Ты рассчитываешь, в какой роли, в какой момент тебе нужно оказаться из позиции ЗИС. Чтобы ты понимал, что я не рассказываю сейчас какую-то чушь, да? Это то, что я сделала в 2008 году. Так. Какую цель ты определил в 2008 году? Значит, в 2008 году моя цель была, в 2018 я планировала 10-летний горизонт, стать вице-президентом в топ-10 бизнесах страны. Ты стала. В 2018 году, кстати говоря. В 2018 году. Вот, поэтому к этому был понятный ход действий. В одной из крупнейших компаний с оборотом свыше $1 триллиона на тот момент времени. Да, уже да. Вот, поэтому, ты понимаешь, эмоции, которые я испытала в момент, когда я написала план, я подумала, это бред какой-то вообще. Что это такое вообще? Это же невозможно совершенно. Там как бы этот путь пройти невозможно. Но когда я начала по нему двигаться, слушай, я его начала писать дальше, понимаешь? И дальше, вот когда мы говорим про технологию, да, ты спланировал. Ну, ты решила стать вице-президентом одной из крупнейших корпораций страны. А как ты декомпозировала до твоего пути в 2008 году? Очень просто. Смотри, ты вице-президент. Кем ты должен быть? То очевидно, что ты должен быть там минимум 2 года. Я считаю, что вот целесообразный срок
служение в одной роли, служение, как в театре, да? Служение — это минимум 2 года, там, лучше 3, вот, чтобы все были уверены, что ты точно как бы справился. Соответственно, если 18-й год, то значит в 16-м году я должна занять роль -1 от вице-президента. Логично. Все. Если дальше -2 года, я должна максимально подойти к роли -3 от этой позиции. Да, ну и, соответственно, обратным ходом. На тот момент, чтобы ты понимал, я была младшим специалистом по планированию в компании Unilever. Значит, у меня был впереди понятно. Ну, дальше у меня есть понятная совершенно карьерная структура, которая была в Unilever. Старший специалист, да? Младший менеджер, старший менеджер, директор. Вот, да? Ну а как стать вот, из младшего менеджера даже хотя бы старшим или начальником? Вот. Не бояться ответственности. Первое. Самое главное. А второе — сказать, что ты им хочешь быть. При этом очень важно, есть достаточно много людей, которые говорят и ничего не делают. Понимаешь? То есть... Ответственность подразумевает в том числе, что ты говоришь, и потом начинаешь что-то делать. Ну, то есть, как бы... В своем плане. Сущность этого мира, она все-таки, я в этом абсолютно уверена, она троедина, да, это мысль, слово и дело. И все должно у тебя замыкаться в круг. Подумал и решил сказать, сказал, извольте, сделал. Сделал, это легло в основу твоих мыслей. Все. А были на этом треке факапы? То есть были такие истории вот на этом треке 2008-2018 год профессиональные, что условно, ну, в жизни бывает же такая не сильно прямая, как бы, да, так сказать, когда ты выстраиваешь такую прямую, и все движется. А что было такого, где, скажем так, ты чувствовал, что все, ты же не станешь уже никаким вице-президентом? Ты, не знаю. Не было такого. Не было такого? Не было такого. Это началось потом. Так бывает, да. Это началось потом. То есть, по сути, получается, ты... Слушай, это очень простой путь. Вопреки всем там размышлениям и стереотипам, что там прийти туда очень сложно, невозможно, тебя там все будут убивать, уничтожать. Поверь мне, уничтожать и убивать тебя начнут чуть позже. Ну, слушай, ну даже чтобы стать... Вот ты стала supply chain директором компании «Магнит», да, членом правления в сложный период времени. Ольга Валерьевна же выбрала тебя. Почему она выбрала тебя на ту историю? То есть... Слушай, ну я так-то работала по 18 часов в сутки, понимаешь? То есть все-таки развелась, кстати говоря. Все-таки видишь стереотип про то, что можно или нельзя совмещать. Можно, просто надо правильного человека выбирать. И чтобы он тебя выбрал тоже. То есть карьера имела свою цену? Слушай, карьера имеет невероятную цену. Но рождение детей тоже, знаешь, какую цену имеет? Я дважды присутствовал на родах. Причем для всего организма. Восхищаюсь девушками. Да, поэтому... Вас на руках надо носить. Давай так. Цена есть у всего. Было бы странно, если бы ее не было, честно говоря. Вопрос, что она часто мистифицирована. Понимаешь, ну, там где-то нужно продать душу дьяволу, где-то нужно, значит, там что-то там какими-то гадостями заниматься, где-то нужны только родители, кто-то считает, да, кто-то, что любовники, кто-то, что-то, это чушь собачья. К сожалению, никакого суперсекретного и точно вообще гарантированного ингредиента нет, кроме как ты действительно любишь то, что делаешь, и самое главное, ты это делаешь. Ну и делаешь успешно, то есть твое дело, которое тебе нравится, значит, получается. А как минимизировать эту цену? Как минимизировать цену карьеры? Перестать ее преувеличивать, понимаешь? Перестать у себя демоны в голове, да? Дело в деталях, а демоны в голове. То есть люди, особенно, ты знаешь, мне кажется, что это порождает люди, которые немножко там сдались в какой-то момент, и они начинают рассказывать, как они там чуть не умерли, как они там... И понятно, что проблемы со здоровьем действительно могут быть. Поверь мне, от сидения на диване проблемы тоже могут быть, со спиной точно, понимаешь? И от сидения на диване с бутылкой вина проблемы могут быть гораздо больше, чем от работы по 18 часов там, где ты любишь то, что ты делаешь. Поэтому ее нужно перестать преувеличивать, ее нужно перестать мистифицировать. И как бы Бритни Спирс на эту тему все сказала. You'd better work, bitch. Да? Все, хватит. Ну, то есть получается... Если наши зрители, наши друзья хотят построить карьеру успешную, стоит сделать такой некий роудмэп лет на 10, да, вперед, там, ну, на какой-то период времени, который кажется разумным для человека, построить, кем человек хочет быть, понять для себя в какой-то степени этот некий карьерный трекинг, отмотать от обратного, да, там, от той истории,
и постараться не сильно ставить высокую плату морально внутри себя за этот приз, чтобы не заплатить слишком большую цену на этапе карьеры. Ну и после этого начать действовать. Абсолютно. Абсолютно. И причем, ты понимаешь, есть же какой-то еще очень интересный стереотип про то, что, ну давай, ты сейчас не дашь мне соврать, лидер харизматичен. Слушай, я полно лидеров без харизмы знаю, полно прекрасных. Лидер высокоинтеллектуален. Слушай, ну это просто смешно, да? Лидер энергичен. Слушай, я знаю лидеров, которые засыпали на важных встречах, понимаешь? Что еще лидер? Лидер интуитивно знает будущее. Слушайте, ну давайте, да. Вот. Ну то есть это технология. Лидер начинается в тот момент, когда он принимает решение, что он лидер. Хорошее замечание. Понимаешь? И в основе этого лидерства не лежит никаких вау-качеств, вау каких-то... Да? Лежит понятная история. Дальше, скорее всего, если ты хочешь не просто там стать каким-нибудь там старшим менеджером, да, и какой-то, например, есть такое, вот сейчас у меня из людей, с кем я общаюсь, я хочу быть не выше, чем старшим менеджером в международной компании, потому что я хочу реалоцироваться по миру, и я хочу как бы этот мир узнать, но мне нужен стопроцентный work and life balance, потому что когда я реалоцировалась, я хочу там, собственно, по улицам погулять, да. Вот, Путают туризм с миграцией люди. Ну, нет, почему? Это нормальная цель, нормальное ощущение. И тогда не надо себя мучить и, в общем, как бы делать из себя там какого-то там суперлидера. Но самое главное, смотри, вот еще очень важно в этой технологии, это то, про что очень часто забывают. То есть коммуникация, грамотная коммуникация, она всегда лежит в основе так же, как и твои профессиональные навыки. Если ты не в состоянии донести мысль, не в состоянии убедить, не в состоянии сформулировать вообще, что ты имеешь в виду и в чем твоя позиция, ну вот как бы технология не сработает. Понимаешь? Согласен, нужно общаться, нужно хотя бы кому-то сказать, что ты хочешь сделать карьеру. Уроки лидерства от Мари Дэй. В подкасте «Успешная карьера». Мария, в 2008 году, будучи младшим планером в компании Unilever, ты запланировала стать в 2018 году вице-президентом одной из крупнейших компаний страны и смогла реализовать эту историю на протяжении 10 лет. Что помогло тебе не растерять эту историю на протяжении этих 10 лет? Потому что люди в течение времени меняются. Там, как раз ребенок родился, пошла мотивация другая. Может быть, ты хотел там сказки читать, не знаю, детям. Или что-то еще. То есть как сохранить эту мотивацию на протяжении длинного участка времени? Вот когда я тебе говорю, что нужно поставить цель, понимаешь, это очень важно поставить свою личную цель. Это самый частый вопрос, который я слышу в общении с хантерами там, да, или с представителями собственников, бизнесов и так далее. Значит, ну а почему вы решили, что эта цель ваша? А кто должен решить, чья цель? Коуч. Да, ну вот да, какие-нибудь консультанты, ну и с уважением отношусь, ни разу не пользовалась услугами, но что такое цель? Цель — это когда ты искренне ответил себе на вопрос, что она твоя, что она не мамина, да, не мужа, не цель ребенка, не цель еще какой-то группы лиц, да, это твоя цель. И как только у тебя это ощущение того, что совпало, да, вот ты ее назвал, и она совпала. Страшно, конечно, очень. Но при движении к своей цели растерять энергию невозможно. Потому что при движении к своей цели ты получаешь энергию, потому что ты фиксируешь, что ты к ней движешься, понимаешь? Ну, то есть это совершенно другая парадигма. А если ты движешься к какой-то цели просто потому, что там вот твой друг Вася, да, движется к такой же, то ты, скорее всего, начнешь сравнивать еще и скорость, с которой вы... То есть ты начнешь заниматься всем, чем угодно, кроме фокусировки на этой цели. Поэтому первое, с чего я начинаю, и я тебе хочу сказать, что на этом 50% людей, которые пришли со мной пообщаться на тему карьеры, отваливается. Я им задаю вопрос. У тебя цель какая? Власть. Я говорю, супер. Что за власть? Что такое власть в твоем понимании? Ну как? Я говорю, ну как? Ну как-то вот я буду значима, я буду вот в обществе. Учтина, я говорю, при чем здесь власть? Ну, при чем здесь власть? Да? И дальше, когда ты после там 3 итераций вопросов выводишь человека на то, что на самом деле не его цель, он просто не может ответить. Ну, люди больше не приходят. Что... А с кем лучше определить эту цель? То есть это может быть ментор, коуч, не знаю, руководитель? Ты знаешь, я достаточно тяжелый человек с точки зрения бесконечного обдумывания.
и формирование каких-то вот вариантов, да, шахматы, поэтому это прям мое. Вот. Я смогла сама. Ну, то есть уровень рефлексии, на самом деле, людям, которые рядом со мной, вот в обычной жизни, да, достаточно у нас, я думаю, что прям непросто, потому что когда я ухожу в себя на поиск ответа, выглядит так, как будто я все, не вернусь. Да. Спасибо большое моей семье, которая к этому относится тоже с уважением. Вот. Но у меня ни разу не получилось найти ответ вовне. Ни разу. Ни по какому вопросу. То есть ответ всегда был рожден изнутри меня. Но я думаю, что это только мой путь. Ну, то есть, скорее всего, ответы могут складываться и в общении с каким-то внешним человеком. Скорее всего, на этом, я думаю, институт менторинга и коучинга и выстроен. Хотя я вот абсолютно дилетант в этом. Слушай, ну в любом случае рефлексировать, мне кажется, важно. Это многие говорят. У нас были герои, которые рефлексировали и понимали тоже свою цель и достигали ее. Мне кажется, это действительно очень, очень важно. Потому что ты всегда знаешь ответ, понимаешь? Вот если честно, вот если как бы, знаешь, не хочется такого лозунга давать, да, но обернувшись, вот мне 40 лет в этом году, обернувшись на свою жизнь, я всегда знала, где правильно, а где нет. Понимаешь? Но тоже впадала в какие-то размышления, исходя из «а что если?», смотрела вовне, со стороны, как это выглядит и так далее. Но вот видишь, я думаю, что на самом деле самый главный талант, который у меня есть, это решительность. Решительность, с которой я выхожу из тех историй, в которых я понимаю, что я смотрю на нее не я. Смотрит на нее моя мама, моя семья, мои друзья, общество, с которым я взаимодействую, там, и так далее, и так далее. Поэтому... Ну, то есть важно быть самим собой все-таки, быть глубинным самим собой. Ты знаешь, нам почему-то... В решении вопросов в семье и на работе. Нам почему-то забыли об этом рассказать вообще. И нас, честно говоря, наша культура российская, она совершенно этому не учит. В школе мы должны сидеть на партии, там, и как бы, да, встал, сел, форма и так далее. В институте ты там тоже не можешь... Ты не можешь написать сочинение на ту тему, на которую ты думаешь, там нужно написать как надо. Поэтому... Многие играют не свои роли. Я думаю, что, ну, давай так, вот мне все время говорят: Мария, ну как так? Вот что, когда вы говорите, что вы счастливы? Ну да. Ну что, каждый день? Нет. Вообще нет. Но в целом динамика положительная, понимаешь? И в целом я ощущаю эту жизнь как праздник в большинстве своем. Хотя... Да, ты радуешься кофеварке, я помню. У тебя энергия, в принципе, в каждой секунде этой жизни. И это круто. Именно так. Мария, какими коллективами ты управляла? Сколько там было людей? Слушай, ну, большими, многотысячными. А кто мог сделать карьеру у тебя в департаменте, у тебя в подразделении, у тебя в компании? Слушай, все люди, которые со мной работали, сейчас все прекрасные, и ты из них многих знаешь, это все люди, которые построили прекрасную карьеру. Я в людей вкладываюсь, я в это верю. За команду я готова, ну, в общем, там душу отдать. Поэтому люди, я надеюсь, учатся. И, в общем, я вообще считаю, что если у тебя на твоем месте работы не возникло преемника, причем лучше 2, а лучше 3, ну, значит, ты как бы так себе руководитель. Поэтому... А чтобы сформировать команду, ты наверняка отсекаешь лишнее. Кого ты увольняешь? И за что ты увольняешь? Смотри, у меня есть... Не будет совершенно новым. Есть такое понятие, как интуиция. Каким-то образом она встроена. Но оцениваю я человека, наверное, по классическим этим 3 критериям. Это так и есть, и ничего нового придумать не буду. Да? Это понятно, что энергия, это понятно, что порядочность, понятно, что интеллект. Да? И то есть вот эта оценка, кстати, мне можно вообще не понравиться, стоя как человеку. Именно что я вот про эту химию, честно говоря, я в нее вообще как-то не очень верю. Вот. Я очень люблю работать с людьми, с которыми неудобно работать. Вот. Потому что... С юршистами готова работать, да? Кто сопротивляется? Конечно. Кто говорит: Мария, ты не права. Не, у меня вообще там, она как бы свобода, но все знают, что если ты приходишь с какой-то позицией, аргументируй. Ну, то есть выносить что-то ради чего-то не получится. Поэтому, как правило, у меня такая зондеркоманда делателей, которые, в общем, четко понимают, знают, в свинью выстраиваются, говоря таким военным термином, ну и побеждают. Ну, а когда ты увольняешь кого-то? За что? Слушай, я увольняю сразу за непорядочность. Ну, то есть если есть
Не даешь второго шанса. Нет. Это вообще иллюзия. Я увольняю токсичных и людей, которых основная задача объяснять, почему нет. Ну, то есть вот часто... Ты знаешь, как-то так происходит, что обычно люди сразу уходят сами. Ну, потому что когда они понимают, что как бы лапшу вешать не получится, что-то вот какое-то там очковтирательство не работает, что я решил разобрать в цифрах, я разберусь. Они, как правило, очень быстро говорят, что у них поменяли жизненные приоритеты, они выгорели, все сломалось, и, в общем, они пошли. Вот. Но на своем веку я, конечно, очень много людей уволила сама. Я не считаю, что это плохо, да? Потому что каждому человеку я четко объясняла, почему я принимаю это решение. И с очень многими из них, с 98% из них мы остались в прекрасных дружеских отношениях, и я их могу порекомендовать, если я понимаю, что они подходят и так далее. То есть я считаю, что... я считаю, что увольнение — это не конец жизни, это начало. Конечно, жизнь вообще не заканчивается на этом, мне кажется. Тут многие очень слишком грустят. Для кого-то у нас был кейс, как раз рассказывал коллега, он уволил сотрудницу, она в итоге себе и мужика нашла, и, собственно говоря, и к повышению в 3 раза зарплату повысила. Так тоже бывает. Жизнь начинается, бывает с увольнения, а не заканчивается. Да. Ну, то есть это все опять про наш с тобой стартовый диалог, про страх или любовь. Да? Вот. А кого ты берешь на работу? Как ты принимаешь решения при найме? То есть что человек должен рассказать, на что ответить? Слушай, он должен быть энергичным, позитивным. Он должен рассказать конкретные результаты. Как ты понимаешь, с моим нетворкингом все эти результаты верифицируются. Верифицированы, естественно. Ну и дальше, знаешь, у меня есть же... давай я расскажу тебе. У меня есть, когда я сомневаюсь, как бы там 3-ступенчатая система проверки, да? Так. Вот, значит, совсем детский способ, если мы с тобой говорим там, ну не про топ-топ, там первую линейку, есть люди иногда ниже, которых я собеседую, потому что роль важна, ошибиться с именем. Это мой любимый кейс. То есть я тебе скажу там, да, Петр, там, да. И дальше я буду смотреть на твою реакцию. Если ты продолжишь мне кивать и как бы вообще не среагируешь, ну, это означает, что ты точно не реформатор, да, то есть если я тебя ищу на позицию революционера, директора там по трансформации и так далее, ну, без иллюзий. Причем это как бы проверено, понимаешь, вот многолетней практикой. Если ты мне говоришь, Роман, все, можно забыть, если ты мне нужен для какого-то, не знаю, корпоративного духа, культуры, мне нужен коммуникатор, мне нужен там какой-то оратор там, и так далее. Вот. А если ты спокойно говоришь, Роман, мы идем дальше, понимаешь? Так, первая проверка прошли. Вот. Дальше есть у меня совершенно такая интересная итерация, когда я с человеком ужинаю и рассказываю максимально открыто, ну, в рамках, понятно, там, идеи, да, ситуацию, в которой он окажется, приняв это предложение. Ну, на этом пути ломается еще примерно 50%, то есть люди сразу резко меняют жизненные приоритеты, им сразу собственник делает контрофер, там, и так далее, и так далее. Ну, потому что... Ну, это честно, мне кажется. Там... Как ты понимаешь, я не могу вспомнить в своей карьере роль, которая была бы каким-то там раем земным, и мы там бы все там лобызались в уста там, и так далее. То есть обычно я прихожу туда, где тяжело, да, и рассказывать человеку абсолютную, вот с нюансами, за ужином, и смотря на его реакцию, все понятно, что он будет делать, будет ли он что-то делать и так далее. Но потом, знаешь, есть еще классные люди, которые тебе на первом интервью говорят, так, какие у вас вопросы? Они говорят, а 4-дневную рабочую неделю можно? Ну, в принципе, дальше можно заканчивать. Вот как бы тройная такая история. Понятно, что есть люди, чье мнение полностью совпадает с моим на рынке. И если эти люди работали с этими людьми, я, конечно же, спрашиваю их мнение и рекомендацию. Я сама, мне кажется, 4 раза в день кого-то рекомендую. И 4 раза в день кому-нибудь отправляю какой-нибудь контакт, прости господи. Конечно, вот. Да, я у Мари Дэй тоже брал рекомендации на одного топ-менеджера, которого она уволила, и были рекомендации хорошие, подтверждаю. Вот, да, ну, потому что, давайте так, тоже очень важно, смотри, классный кейс, ты сейчас его, я не помню, кто это был, не будем сейчас вспоминать, вот, но человек достоин, и не то, что достоин, а человек должен быть комплементарен роли.
И тот факт, что откуда-то, да, вы выходите, ну, или вас увольняют, не означает, что вы плохой. Возможно, у вашего руководителя просто другое видение этой роли. И все. Но это я сейчас так легко рассказываю. Я уже взрослая, уже мне 40 лет, я уже как бы знаю, что дальше. Только начинается, Майя, что ты 40 лет-то? А были, давай, без прикрас, были моменты, когда хотелось из окна выйти. Понимаешь? И я тебе так скажу, что крутизна топ-менеджера, помимо того, что он остается собой, помимо того, что, оставаясь собой, никого от него не тошнит, понимаешь? Потому что почему-то у нас коннотация остаться собой — это вообще там со всеми разругаться, да? Швырять пепельницами Да, в голову, да, и так далее. Вот. А третье — это не сдаваться. Вот об этом нам тоже не рассказывают. Ну, потому что сдаться, чем выше ты поднимаешься, да, хочется от 3 до 4 раз в неделю. Просто сесть, вот как бы там на диван, да, ноги поднять и сидеть, сказать, я больше не буду. И это нормальное чувство вообще-то. Я уверена, что его и взрослые мужчины испытывают, да? Регулярно. Абсолютно. Как хедхантер могу тебе сказать. Поэтому нужно, вот как, знаешь, карьера, технология, как ее строить. Слушайте, ну тут тоже люди. Да. А как не сдаваться? Вот что бы ты посоветовала там ребятам, лидерам вообще в целом, которые вот выбрали для себя путь карьеры? Как не сдаться? Ты знаешь, на самом деле не сдаться, вот по большому счету, нужно один раз, первый. Дальше у тебя, как я все время говорю, вырабатываются антитела. Это как вот там с полумарафоном, да, как его пробежать. Один раз пробежать, и ты, когда ты побежишь во 2, 3, 105, так ты будешь знать, ты точно будешь помнить, что с тобой было, когда тебе казалось, что сейчас умрешь на 14 километре, но ты его добежал, да. Вот, а дальше ты пошел там в бар, не знаю, там лимонад пить, да. Вот, поэтому как не сдаваться, у всех свой ответ. Мне помогала злость. Вот прям такая профессиональная злость. Я говорила, да, черт побери, вы меня не сломаете. Не дождетесь, да? Не сломаете. Все. И вот из этой позиции, может быть, это, кстати, там на каком-то психологическом уровне тоже, знаешь, это мне надо полечить, там, и специалистам посмотреть. Ты же на бокс ходишь, ты же боксируешь. У тебя бывает так, что после рабочего дня ты там грушу там, или соперника? Ну, до стертых рук. Как раз выплескиваешь энергию. Вот, кстати, ты говоришь, откуда брать энергию? Ее выплескивать приходится, понимаешь? Это не то, что ее там надо откуда-то брать. Вот поэтому как не сдаться, ребят, вы не первый, не вы последний. Бывало и будет, возможно, значительно хуже, вообще-то. Вот. А дальше у меня есть любимая фраза, она написана у меня в телефоне, честно, в заметках. Там написано следующее предложение. Помните того парня, который сдался? Так вот его никто не помнит. Все. Это точно. Понимаешь? Все. Мария, в 2008 году ты написала себе план, что до 2018 года. Какой горизонт планирования сейчас у тебя? 2036. Отлично. Мария, я тебе желаю, что в 2036 у тебя сбылось то, что ты запланировала. Спасибо тебе большое за нашу встречу. Друзья, вдохновляйтесь. Спасибо тебе большое. Спасибо. Это был подкаст «Успешная карьера» вместе с Марией Дэй, крутым топ-менеджером, боксером, матерью 4 детей, генеральным директором Pony Express. Его вел ведущий Роман Мазур, CEO Mountain Ridge Executive Search и IT Recruitment. Мы ищем от разработчиков до генеральных директоров и членов совета директоров. И подкаст мы ведем с поддержкой Content Hero. Если вы хотите повышать продажи с помощью блога, обращайтесь к Content Hero. И все в Pony Express. А посылки отправляйте с помощью Pony Express. Только мы. Иначе хук справа. Давай, красавчик.